Вот, а вот вам история о психоделическом трипе, случившегося с одним моим приятелем, ну, где-то месяца через 2 после того, как он последний раз что-то психоделическое употреблял. Это называется флешбэк. Ну, мы тогда в середине 90-х такого слова еще не знали. Приятель называл такие штуки киндер-сюрпризом. Ну вот, короче, значит, да. Такая вот история про киндер-сюрприз. Расскажу примерно, как он рассказывал. Встал я, короче, утром. Смотрю, все ништяк. Солнышко светит, птички поют. Наверное, весна. Или лето. Встал я, короче, утром. Вышел на балкон покурить. Закуриваю сигарету, а она свистит, как чайник со свистком. Слушал ее, слушал, задолбался слушать, выкинул с балкона. Так она, слышь, поднимается вверх и летит в Африку. И остальные бычки из банки за нею следом, выстроившись клином. Ух ты, думаю, твою мать, опять киндер-сюрприз начинается. Лечь, что ли, поспать? Может, попустит. Захожу обратно в хату. А тут подходит ко мне Джон 602 и говорит: привет, Алексей, а что у тебя опять киндер-сюрприз? Я говорю: откуда видно? Он говорит: да по всему видно, ты опять по городу в одних труселях рассекаешь. Смотрю, а я в самом деле стою посреди Харькова, босой в одних трусах. Короче, напротив оперного театра, в самом центре, у кафе «Булка», рядом с фонтаном зеркальная струя. А народ мимо ходит, внимания не обращает. Наверное, точно лето. Ну, мы зашли в «Булку», взяли по кофе. Ну, я так расслабился. Все кругом такое родное, знакомое. «Булка», оперный театр, Сумская улица. Менты пирожками торгуют. А тут заходят в кафе 4 автоматчиков, и как начнут все вокруг с автоматов поливать. Ладно, ложусь на пол, отползаю в угол. Думаю, а что же это я хотел сделать? Это, поспать. Да только хрен тут заснешь. Джади Вижн привязался, сидит и бухтит в обеих ушах. Куба, Куба, Кубана, легалайз марихуана. Блин, ну хорошая песня, ну миллион же раз подряд. Стою, говорит: слышь, да отвяжитесь вы наконец со своим бородатым Фиделем. Гляжу, а передо мной полный зал. И все от меня что-то ждут. Ну, я им факт ткнул. Ржач такой пошел, аж люстры затряслись. Трусы спереди приспустил. Они от смеха аж лопаться начали. Колбасный фарш с них попер, мясокомбинатом в воздухе завоняло. А тут и сам мясокомбинат подъезжает как-то сразу со всех сторон. Не думаю, стоп, мясо. Надо срочно куда-то переключиться. Надо срочно куда-то переключиться. Надо срочно куда-то переключиться. Гляжу под ноги, там ничего. Гляжу вверх, там облака. А за ними улица Сумская с высоты птичьего полета. Ох ты, думаю, значит, я уже в раю. Значит, можно и поспать маленечко.
И только я завтыкал слегонца, а тут подходит ко мне Бог. Не, ну реально сам на себя не похож, но почему-то сразу видно, что Бог. И говорит: слышь, а чё ты тут разлёгся? Я говорю: ну это, товарищ Бог, ну ты понимаешь, ну киндер-сюрприз у меня. Замаялся я уже. Думаю, хоть здесь, может, посплю немножко, может, попустит меня. А он мне как зарядит петеля под сраку. И пока я сквозь облака лечу, слышу сзади громовый голос: нашел, блядь, где спать. И вот лечу я, значит, лечу. Лечу я, значит, лечу. Уже забыл, куда лечу, зачем лечу. Вроде ништяк лечу. Только жрать хочется. А вот и мент стоит, пирожками торгует. Подхожу, покупаю у него пирожок. Стоим, базарим. Оказывается, нормальный чувак. Плановой из Днепропетровска. Говорит: слышь, а где тут можно вырубить? А то это только неделю как сюда перевелся, вообще никого не знаю. Ну, я хотел ему по доброте пару телефончиков дать. А потом думаю: стоп. Он же мент. И какая разница, что он пирожками торгует? Мент в натуре, а я, блин, только что ему чуть всех друзей не поздавал. И так мне стыдно стало. Сел на бровку тротуара. Сижу и рыдаю. А тут подходит ко мне один наш кореш безбашенный. Говорит: чё расхныкался волосатый? Киндер-сюрприз у тебя. Ну и чё? У меня уже 3-й месяц киндер-сюрприза. Посмотри, как мне ништяк. В Крым вот недавно сходил. А в Крыму вообще благодать. Тепло, светло, сладкая вата на деревьях растет. И как он меня пристыдил, я аж обзавидовался. Думаю, блин, ну в самом деле, чё я маюсь? Чувак вон как свой киндер-сюрприз использует. А не сходить ли мне в Крым, пока киндер-сюрприз не кончился? И с такими мыслями спускаюсь по улице Сумской на метро «Исторический музей». Выхожу на метро Хрещатик. Тут бы мне и насторожиться, Хрещатик же в Киеве, а я в Харькове. Ну, я думаю, ну хрен с ним, метро и метро. До вокзала довезет по-любому. Сажусь в метро и выхожу через 2 остановки на Курском вокзале в Москве. А на Курском, как на Курском, вонища, грязища, вечный ремонт, бомжи, цыгане, менты голодные стаями бегают. И ни одного волосатого на квадратный километр. Короче, значит, одним словом, плыву я среди этого говнища. И тут слышу: «Эй, браза, киндер-сюрприз купить забыл». Оборачиваюсь. Стоит какой-то конкретный Боб Марли. Сам черный, глаза красные. Вот такие дреды. Втрое больше головы. И говорит: покупай спецовый Jack Kinder, made in Jamaica. Роюсь в кармане. Достаю 2 7-рублевых купюры. Покупаю у него киндер. Вскрываю, а там, само собой, не меньше корабля Ганджубаса.
Ох ты, говорю, чувак, крутые у тебя сюрпризы. А он мне отвечает: а у меня, брат, никаких сюрпризов нет. Открой любой киндер, посмотри. Везде то же самое найдешь. Потому что программа-то везде одна и та же. И вот он меня поправил, вот не поверишь как. Я думаю, блин, а что в самом деле? Ведь программа-то везде одна и та же. И с такими мыслями выхожу с вокзала, заворачиваю за угол и выруливаю прямиком на улицу Сумскую, кафе «Булка». А время уже 5 часов вечера. Пипл весь попросыпался, вылез тусить. О, говорят, привет, Алексей. Как дела? Я говорю, ништяк. Только что в Москву сходил. А они спрашивают, а как в Москве? А я отвечаю, в Москве как везде, потому что программа-то везде одна и та же. И достаю с кармана спецовый Jack Kinder Made in Jamaica. А там трава, чуваки. Ой, какая трава. Короче, одна хапка. И весь вечер свободен. А которые пожадничали, 2 хапки сделали. Те потом неделю крышу свою искали. И некоторые до сих пор не нашли. Вот такая вот история из Харькова.